Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня тема будет так или иначе касаться здоровья. Давайте небольшое отступление в начале видео. Для успешного, удачного живого видео, конечно, все вам, и в том числе я, порекомендуют находиться в состоянии включенности. То есть в состоянии такого легкого драйва, когда настроение на 5 с плюсом, когда мозг чист, и все внутри вас и окружающая обстановка помогает записывать живое видео. Но в данном случае у меня, сейчас скажу честно, далеко состояние невключенности. Включенность, наоборот, в степени -2, может быть и -3. А значит, это самое подходящее время для того, чтобы рассказать вам о вот таком замечательном продукте, как тонизирующий пластырь Wuhan «Второе дыхание», его полезных свойствах, составе, и обо всем. И примените его, в частности, на себе, в первую очередь применить на себе, для того, чтобы изменить свое состояние и привести его в состояние включенности. Кому бы я в первую очередь порекомендовала досмотреть это видео до конца? Всем тем из вас, кому часто приходится справляться с чувством усталости, недосыпания, может быть, в состоянии тяжести после веселой вечеринки, сопровождавшейся в том числе алкоголем. Кофе пить – это не самый лучший вариант. Вы все прекрасно знаете, что кофе очень коварный продукт. Во-первых, спорное влияние положительное или все-таки больше отрицательное на наше здоровье. Во-вторых, да, кофе бодрит, давление повышается, но в результате буквально через 30-40 минут состояние сонливости усиливается. Но это все так краткое, а может быть не совсем краткое вступление к моему видео. Для того, чтобы побыстрее проявилось действие этого пластыря Wuhan, я уже скажу сразу, что я не первый раз его использую, я в нем уверена. Я начну немножко нелогично, сразу начну с применения этого пластыря. Так, вот этот пластырь. Конечно, перед тем, как клеить пластырь, я вам советую обезжирить поверхность. В данном случае я использую самый обычный спонжик для обезжиривания и использую любой тоник. У меня тоник, балансирующий тоник для лица с алоэ, серия 20-30-40. Клеить этот пластырь Wuhan можно в несколько мест для того, чтобы придать организму силы, справиться с таким не самым лучшим состоянием сонливости, тяжести. Клеить можно где-то примерно вот здесь, по центру лба, может быть на 1,5-2 пальца выше переносицы. Туда я буду клеить этот пластырь. Также можно клеить пластырь в область висков, правый левый висок. И можно наклеить пластырь на 7-й позвонок, шейный позвонок, так называемая точка Даджой. Очень активная точка, связана именно с работой нашего организма в целом, и с дыханием, и с работой дыхательной системы, носа, и вообще важная точка, не будем подробно не останавливаться. Я вскрываю упаковку этого пластыря. Вот таких вот 2 пластинки. На каждой пластинке по 4 кругляшка. Кругляшки размером примерно со старую советскую 5-копеечную монету, кто помнит. Запах очень похож, узнаваемый на запах бальзама звездочка. Если вам будут говорить, что проще намазаться бальзамом звездочка, зачем нужно тратиться на этот пластырь, я не соглашусь, потому что я не уверена, что состав бальзама звездочка полностью совпадает с составом компонентов этого пластыря, это во-первых. А во-вторых, когда вспомните с детства, вы намазались бальзамом звездочка, и все окружающие знают о том, что вы намазались бальзамом звездочка, не всем далеко нравился этот запах. В данном случае вы наклеиваете пластырь, об этом, внешне, конечно, будет видно, что пластырь будет на лбу у вас наклеен, либо на висках, можно наклеить на затылок, на 7-й позвонок. Но запаха никакого за вами шлейфом тянуться не будет. Можно, конечно, использовать пластырь целиком, весь кругляшок наклеить на область нужную. Я же уже по своему опыту знаю, что мне достаточно, не настолько у меня сейчас тяжелое состояние все-таки, есть такая, не настолько, достаточно половинки. Я отрезаю ровно половинку этого пластыря. За то время, пока я с вами разговаривала, уже подсохло действие, подсохла кожа там, где я протирала ее тоником. И вот так вот в виде полумесяца я аккуратно наклеиваю на центр лба. Почему мне нравится именно это место, именно центр лба? Потому что если, допустим, мало ли летом, даже летом бывает часто, на улице жарко, в помещениях работают кондиционеры, эти перепады температуры, они все сказываются так или иначе на нашем здоровье. Часто бывает и горло простужается, и может быть даже кашель подходить можно. Вот именно когда я заметила, клеишь именно на центр лба, не на виски, а именно на центр лба. Помимо того, что действие тонизирует этого пластыря, он еще будет пластырь помогать вам в качестве профилактики заболеваниям горла и носа. Сразу чувствуется такое освежающее дыхание,
когда вдыхаешь уже после того, как принял пастырь. По продолжительности вам не надо будет ходить полдня с этим пастырем, чтобы почувствовать эффект от тонизирующего этого пастыря. Достаточно будет 15-20 минут. Давайте начнем теперь логично с самого начала. В каких случаях нам необходим пастырь второе дыхание? Ну, как идет в рекламном слогане компании, поможет справиться с последствиями вечеринки. Компоненты пастыря снимут негативные последствия приема алкоголя в пищу внутри организма. Это первый вариант. Второй вариант, этот пастырь необходим людям, которые не выспались накануне, которых чувство усталости. При этом нужно быть включенным, нужно быть активным. Пастырь очень поможет водителям, которые в рейсах, дальнобойщикам, людям, которые работают в ночных сменах, и нужно будет всю ночь находиться на ногах и быть очень внимательным. Это пастырь поможет старшим школьникам и студентам, придаст им сил во время подготовки к экзаменам, когда времени хронически не хватает, нужно подготовиться, выучить все билеты к экзамену и так далее. Предосторожности по применению этого пастыря. Пастырь очень активный, поэтому советую его клеить на чистую кожу, обезжиренную, без высыпаний, без каких-то аллергических проявлений. Это первое. А во-вторых, пастырь используется в течение 2 недель с момента вскрытия упаковки, чтобы компоненты активно действовали. Пастырь не рекомендуется применять беременным женщинам, а также детям. И использовать этот пастырь необходимо в течение 30 дней с момента вскрытия. Об этом написано на упаковке. Также на упаковке указано, куда можно клеить пастырь, как я говорила, на 7-й шейный позвонок, на центр лба и на височную область. Можно клеить на все 3 места одновременно, если очень в тяжелом состоянии, нужно смотреться. И теперь расскажу о составе, о компонентах этого пастыря. Прошло буквально, может быть, 5-7 минут с момента, как я наклеила этот пастырь. Я уже чувствую такое мощное тепло, приятное такое жжение, но чувствуется, что пастырь действует. Итак, как я и обещала, я расскажу вам немного о активных компонентах этого пастыря, чтобы вы знали, что же там действует и что будет проникать в ваш организм через поверхность кожи. Задача этого пастыря придать вам энергию, придать вам бодрости, тонизировать организм, но так, чтобы это было не кратковременное действие, чтобы сил хватило на весь день. У этого пастыря 6 компонентов. Это таурин, борнеол, экстракт листьев ароматного перца, экстракт листьев зеленого чая, эфирное масло эвкалипта и листья мяты перечные. Теперь о каждом компоненте я расскажу более подробно. Первый компонент – это таурин. Это биологически активное вещество, которое необходимо для нормального функционирования нервной и иммунной системы. И этот компонент участвует в регуляции обмена жиров и кальция в нашем организме. Таурин как компонент снимает раздражительность, беспокойство, возвращает энергетику, бодрость нашему организму, улучшает настроение и улучшает внимание. Второй компонент – это борнеол. Его еще называют восточным аналогом камфоры. Как и камфора, борнеол обладает довольно ярко выраженным запахом, ароматом и является обладает мощными антибактериальными свойствами. И оказывает наш организм очень активное тонизирующее и антидепрессивное действие. Экстракт листьев ароматного перца позволяет организму быстро избавиться от токсинов, что особенно актуально в случае алкогольного отравления. А также экстракт листьев ароматного перца обладает мощным антибактериальным и антиоксидантным действием. Экстракт листьев зеленого чая обладает огромным количеством очень полезных свойств, которые знали еще в Древнем Китае и применяли это с успехом. В частности, в листьях зеленого чая витамина П больше даже, чем в цитрусовых. В листьях зеленого чая в 4 раза больше витамина П, чем в цитрусовых. А витамина А больше в 6 раз даже, чем всеми любимой моркови. Экстракт листьев зеленого чая, он обладает очень мощным антиоксидантным действием, выводит из организма соли тяжелых металлов и в целом укрепляет наш организм. Также экстракт листьев зеленого чая помогает выводить токсины и облегчает симптомы алкогольных и пищевых отравлений. Эфирное масло эвкалипта помогает избавиться организму от весьма неприятных последствий алкогольного и похмельного синдрома. Помогает заметно снизить головную боль и повысить работоспособность. Более того, эфирное масло эвкалипта помогает увеличить интеллектуальные способности человека, как уже заметили ученые, проводя свои многочисленные опыты. И последний завершающий компонент этого пастыря Вухан – это листья мяты перечные. Еще с древности наши предки делали различные настойки из мяты перечной и делали это совершенно не зря. В листьях мяты перечной содержится около 2% эфирного масла,
которая состоит из ментола и его эфиров, а также органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, каротин и прочие химические соединения. И все вместе эти компоненты дарят бодрость духа, улучшают настроение, повышают работоспособность нашего организма. Кроме того, перечная мята, она позволяет улучшить секрецию пищеварительных желез, то есть, соответственно, улучшить аппетит человека. Я надеюсь, что видео было исчерпывающим, поэтому прошу любить и жаловать. Вот такой пластырь Ухан, тонизирующий пластырь «Второе дыхание» компании Тианде. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!